Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим очень простой, легкий и невероятно вкусный азиатский куриный суп с яйцом. Минимум ингредиентов, минимум времени, а результат получается просто великолепный. Для начала подготовим куриный бульончик. Для этого отвариваем куриный окорочок. Я уже порубил его на небольшие кусочки. В окорочке есть и косточка, и мясо, и немного жирка. Поэтому бульон получается ароматным, насыщенным и с хорошим наваром. Для такого супа это именно то, что нужно. Также добавляем куриную грудку, если вы планируете делать супчик с добавлением куриного мяса. Если же вы хотите получить максимально легкий и диетический суп, лишь на основе бульона, то мясо в конечный суп можно вообще не добавлять. Тогда лишь отвариваем бульон на окорочке. Включаем максимальный нагрев и ставим нашу кастрюлю с курицей на плиту. Затем добавляем 2 небольших лавровых листа, пару горошин душистого перца и несколько горошин черного перца. В промежутках снимаем пену, а когда наша курица полностью сварилась, достаем ее и процеживаем бульон через сито для получения аппетитной и прозрачной основы для нашего супчика. Так как супчик должен быть максимально прозрачным и легким, отваренный окорочок откладываем в сторону. Его можно применить в других блюдах, либо по желанию можете использовать мясо от этого окорочка и не использовать грудку. После отваривания мяса необходимо мелко нашинковать. Если хочется максимально легкий вариант супа, куриное мясо можно вообще не добавлять. Оставить только куриный бульон, яйцо и зелень. Теперь подготовим остальные ингредиенты. Яйца необходимо очень хорошо взбить до полностью однородного состояния. Добавляем небольшую щепотку соли и, по желанию, совсем немного глутамата натрия. Соль поможет достигнуть максимально равномерного расслоения яиц в супе. Настала очередь зелени. Предварительно помыв, мелко нарезаем зеленый лук. Также традиционно из зелени классический вариант – это кинза. Если вы не любите кинзу, спокойно заменяйте ее петрушкой. Если же и петрушка не по душе, используйте укроп. В общем, добавляйте ту зелень, которая больше всего нравится именно вам. Кстати, в комментариях под прошлым видео про говядину по-китайски один из зрителей написал, что живет в небольшом населенном пункте, где нет ни специализированных азиатских магазинов, ни пунктов выдачи заказов общеизвестных торговых площадок, поэтому купить некоторые ингредиенты просто негде. В этом рецепте из необычных продуктов, пожалуй, только кунжутное масло. Если его нет, просто не добавляйте. Заменять его каким-либо другим маслом смысла нет, характерного азиатского аромата оно все равно не даст. Лучше просто немного увеличьте количество свежемолотого белого перца. Если и белого перца нет, подойдет обычный черный свежемолотый. Он также сделает аромат супа более насыщенным. Теперь берем кукурузный крахмал и разводим его в холодной воде. Очень тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никаких комочков. Затем доводим бульон до сильного кипения. Постоянно перемешивая бульон, тонкой струйкой вливаем разведенный крахмал. Не перестаем мешать. Буквально через несколько секунд вы увидите, как бульон начинает равномерно густеть. Как только он снова закипит, уменьшаем нагрев до минимального. Добавляем немного соевого соуса по вкусу. Продолжая медленно перемешивать бульон, начинаем очень тонкой струйкой вливать взбитые яйца. И здесь есть небольшой секрет. Чем тоньше струйка и равномернее помешивание, тем красивее и нежнее получаются яичные ленточки. Именно они делают этот суп таким аппетитным. Яйца сворачиваются практически моментально. Теперь добавляем нарезанную курицу, либо при желании пропускаем этот ингредиент. Затем зеленый лук. После лука добавляем кинзу или другую зелень по вашему вкусу. Если у вас есть кунжутное масло, добавьте буквально 1 столовую ложку. Этого вполне достаточно, чтобы придать супу характерный азиатский аромат. Вот и все.
Как видите, рецепт очень простой. Все продукты максимально доступные. Готовится такой суп буквально за несколько минут. Мне он очень нравится тогда, когда хочется чего-нибудь легкого после тяжелой пищи. Или просто в прохладную погоду. Он очень хорошо согревает, невероятно легкий и ароматный. Кстати, этот суп великолепно работает как и суп похмел. Если заранее сварить бульон и разделать курицу, то утром останется буквально несколько минут. Довести бульон до кипения, добавить крахмал, яйца, зелень и горячий ароматный суп уже готов. Обязательно попробуйте приготовить. Уверен, вам очень понравится. Спасибо вам большое за просмотр. Если видео оказалось полезным, поддержите его лайком, подпишитесь на канал и обязательно напишите в комментариях, готовили ли вы такой суп раньше и какие еще простые, вкусные и необычные блюда вы хотели бы увидеть на канале. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч.